Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира, гармонии, благополучия в вашу жизнь и крепкого-крепкого здоровья. Обязательно. Так, давайте сегодня посмотрим, что карты скажут. Вообще вот именно на сегодняшний день. Именно вот потому, что вы нашли это видео сегодня, да? Потому что вы его не нашли, а открыли просто. Или оно само даже открылось. Бывает и так. Ну, посмотрим, что именно для вас сегодня карты скажут. Что-то очень важненькое пусть будет, да? Думайте о себе, проговорите свое имя, чтобы карты только для вас говорили. Конечно, расклад общий, но свое вы точно услышите. Угу. Да, проговорите свое имя. Так. Что карты говорят у вас? Часто очень заглядываете в прошлое. Иногда бываете раздражительным человеком, но в основном вы огонь. Очень много даете от себя. Кстати, вот эта вот карта очень многое значит на сегодняшнем раскладе. Вот эта карта. Вот. Угу. Есть. Выход из сложностей стопроцентный. Это прекрасно. Еще и расплатитесь с долгами, рассчитаетесь, и кто-то даже сам расплатится с вами, потому что не надо было лезть в вашу жизнь. Да, дьявол выходит. Конечно, не надо было лезть в вашу жизнь. Тут сам дьявол лазит. Нет, у вас выход из него идет на стабильность наконец-то. Знаете что? Сегодняшний расклад без темы, как бы я сейчас начала, да? Но то, что вы здесь, это супер. Скажу так, потому что я вижу, это супер. Знаете, хочется сказать, началось. Угу, новая жизнь, новый отсчет. Новый отсчет. То, что было в прошлом, оно в прошлом. Новое идет прекрасное. Но надо кое-что сделать. Дьявол вышел. Новое идет прекрасное. Но вышел дьявол. Угу. Вы очень наблюдательный человек. Вас, кстати, интересует то, что скрыто за, ну, можно так сказать, фасадом привычных вещей. Это, кстати, признак острого ума. Вы часто задаете вопросы, которые не каждый поймет. Вас волнует искренность окружающих и такая, знаете, подлинная суть происходящего вокруг. Да, вам интересно это. Вы любите размышлять, вам близка психология отношений, скрытые мотивы людей. Вы любите как-то про это подумать, да, что там такое. И вам интересно? Реально интересно знать или там где-то посмотреть, а как именно устроен наш мир на самом деле, да, или какая-то ситуация, или какой-то человек, или какие-то отношения даже, да, у кого-то, у себя. Вам нравится, вы видите в этом смысл, толк, но не каждый вас понимает. Хотя этим самым вы конкретно возвышаетесь над остальными, кто вас не понимает. Вот так вот здесь. Тут хорошие карты. И вот это очень сильное. Вы много даете. И будете получать по десятке. Выход из сложности, но вот тут дьявол вышел. После дьявола тоже выходит очень хорошая карта стабилизации. Это значит, что вы все-таки, как сказать,
должны за что-то заплатить, чтобы выйти из трудностей своей жизни. Но не хочется платить абы как, либо чем-то очень важным. Правильно же? Дьявол. Просто если бы какая-то другая здесь вот карта вышла, я бы сказала, тут ничего страшного, а тут что-то такое тянется. Кто-то хочет, это дьявол, какой-то человек, может быть, очень много желает вам плохого, чтобы у вас убытки были. Но вам надо расплатиться, заплатить. То, что долги вы отдадите, либо если там вы кому-то одалживали, вам отдадут, это да, но то другое. Вот эти карты, особенно этот треугольник, это другое. Письмо. Это страничка судьбы переписывается. Да, я хочу сказать, что с этим раскладом начался отсчет новой жизни. 1000000%. Вы не зря здесь. Письмо. Эта страничка судьбы переписывается. Меняться будет в вашей жизни окружение и ощущения. В вашем доме благоприятствовать будет очень теплая, сильная энергия. Что надо сделать? Что надо сделать? Кольцо. Надо какую-то связь разорвать и какую-то связь скрепить. Но не именно с кем-то что-то как-то разрывать или скреплять. Нет, здесь именно вот эти карты как заплати, заплати. Крысы, мыши. В вашей жизни было предательство, воровство. Да, у вас был ущерб, не знаю, самолюбию, не знаю, там, в деньгах, да, как-то вот кто-то украл или что-то типа этого. Имущество пострадало, может, от чего-то. Была подстава. Вы многое прошли. Но здесь карты говорят, все, хватит. Хватит с собой платить. Поняла. Ух, у меня мурашки аж. Я поняла, что карты хотят сказать. Хватит с собой платить. Хватит, чтобы были потери, плохие условия, болезни. Хватит. Стрессы. Вот что значит. Смотрите. Сейчас достану одну карту отсюда. Вы разберетесь. Вы поставите на место то, что ваше. Пятерка жезлов. Предпобедное состояние, но когда вы действительно на высоте. Кто бы ни махал на вас, образно говоря, гадостью, вы на высоте, вы защищены. Сразу же здесь, раз вот так вот вышло, и я увидела, да, смотрите, сделайте так, возьмите, вот вы идете по улице где-то, да, может быть, у каких-то святых мест, там, церковных, или просто в переходе, как раньше было, вот эти вот, которые просят. Да? Может быть, кто-то музыку играет на баяне, там, на чем-то еще, и шапочка у него там лежит, да, чтобы кинуть купюрку. Вот если вы идете и увидели кому-то что-то, вот он просит, он играет на каком-то инструменте, и тоже ему вот кидаешь эту денежку, либо даже сдачу где-то не отдайте, где действительно вы вот на рынке у какой-то бабушки там покупаете что-то, да, свое. Вот тоже сдачу, маленькую, совсем маленькую, без разницы, но не отдавайте. Но вы должны видеть, сколько вы отдаете. Сейчас скажу, подождите.
Я сказала, не отдавать, а надо наоборот эту сдачу отдать. Правильно? Потому что я уже в той ситуации. И да, могу что-то не совсем правильно сказать. Я просто в той ситуации, я помню сюжет, который действительно помог многим. И я хочу его сейчас вам передать. Женщина одна рассказывала, что она действительно послушала это все и сделала. У нее шикарно получилось дальше. Вот бабушка торговала, не знаю, яблоками, там рынок, обычный рынок, вот то, что с огорода, да. И она взяла килограммчик там сколько, и сдачу сказала, не надо. Но сдачу и сколько вы кладете этому человеку, кто играет на музыку, либо просит, вы эту купюрку или копеечку, да, должны знать. Полную стоимость, вот полное число. Почему? Потому что когда вы кладете, вы можете улыбнуться, но ничего не должны говорить. Спасибо там, да, за покупку, либо же там за здравие, там пусть у тебя все будет, вообще ни одного слова. Это очень важно. Вы кладете, вы даете денежку, вы запоминаете, сколько вы типа подарили, да, не просто купили, а подарили еще свыше, или просто дали подаяние. Вот, это число, это молча поворачиваетесь, и столько шагов вы делаете. Одна, там единичка, один шаг, 10 шагов, 25 копеек там или чего у вас, какие у вас монетки там, да, значит 25 шагов. Вы это делаете, и вот только после этого вы говорите себе во благо, вы говорите себе принимаю и исправляю. Во благо принимаю, исправляю. Все. После этого вы можете говорить, идти по своим делам и так далее. Главное, вот этот кусочек, процесс этого действия. Как будто бы вы не уже собой, своими стрессами, своими, все, что может происходить плохое, да, вы уже не собой рассчитываетесь или платите за то, чтобы наконец-то получить в свою жизнь что-то хорошее, да, новая жизнь, новый отсчет, новое что-то прекрасное. А вы вот этой вот монеткой и тому человеку вы не делаете плохо, и себе вы берете наконец-то хорошее. Может, оно вам и не надо, те яблочки, да, но вы все равно эту сдачу оставили и молча улыбнулись, послушали, но не говорите ни одного слова. Отворачивайтесь и считайте шаги. После этого говорите слова, и все. Можете, кстати, как я всегда говорю, и это очень хорошо срабатывает, сказать свои слова, потому что ваше сердце так хочет. Потому что когда человек чувствует, что именно это я хочу сказать, значит, оно вот именно это и сработает. Это вот я вам сказала. И вы в победе. В победе вот шаги. Один шаг, и вы в победе в своей. Вот так. Так, вот этого дьявола вы выгоните. И вы реально прорветесь из сложностей на свою хорошую полосу. Энергию. Удачу. Угу. Знаете, еще что я вам скажу сейчас? Вот вы сегодня смотрите это видео, я просто очень хорошо чувствую. В любое время, утром, вечером, в любое время, в обед, это не важно. Главное, вы сегодня его смотрите, когда вам надо, тогда вы его и нашли. В любой день потом, когда-нибудь вы можете сделать то, что я сказала с этими монетками, да, с этой купюрами, с этими, и свое счастье притянуть. Как расплачиваешься, да, как будто ты просто платишь и забираешь себе хорошее, но не собой уже. Но еще очень важное здесь. Вот она, опять эта карта, прекрасно, просто прекрасно. Вот, еще один шаг, сегодняшний, вот этот именно сегодняшний, это девяточка до 10. 10 это самая большая, получается карта, значит, так, 23,59. По вот этой карте 23,59 сегодня. Знаете что?
прямо сейчас справедливость на вашей стороне. Это правда, это юстиция. Прямо сейчас вы скажите, даже можете написать в комментариях, как хотите. Именно говорите вот эти слова. Сегодня в 23:59 я оставляю все «не могу» и вхожу в свое «хочу». Обычные слова, вот эти именно вот так сказать. Именно вот слово в слово. И именно сегодня вы получаете новую жизнь, начался отсчет. Даже не надо дожидаться 23:59. Если как раз сейчас рядышком это время, можете прямо вот на часах, да, увидеть 23:59 и быстренько это сказать. Либо заранее, без разницы. Вы, главное, сегодня это нашли, значит все. Даже если вы будете спать в это время, вы уже сказали. Именно сегодня, вот так и говорите, сегодня в 23:59 я оставляю все «не могу» и вхожу в свое «хочу». Не в «могу», а в «хочу». И это очень важно. Еще раз повторяю, сегодня в 23:59 я оставляю все «не могу» и вхожу в свое «хочу». Можете говорить «Аминь», да будет так, ну это уже ваши заключающие слова, но эту фразу обязательно скажите. Обязательно. Считайте, отчет начался именно сегодня. Прекрасный расклад для вас сегодня, прекрасный. Значит, сегодня очень сильные энергии, значит, сегодня очень сильные такие, знаете, проводники, которые проводят нас, которые действительно открывают нам в нужный момент нужное русло. Угу. Вот что карты сказали. О, тут головные боли уйдут сразу. Дай Бог, да будет так. Что еще вы скажете? Это пустота, решение, высшие силы срабатывает расклад, мир, благополучие. Ну, есть какие-то сюрпризы, ждите. От мужчины, кстати, какого-то ждите сюрпризы. Сюрпризы, которые положат действительно конец чему-то, и в руках у вас будет новое начало шикарного. Туз жезлов, туз огня. Выход из пустоты в мир и благополучие с новыми возможностями и дорогами. Да, может быть, с человеком, с мужчиной каким-то будет не очень легкий разговор, не очень легкий, но все равно это надо, чтобы было. Надо. Поговорите, что-то решите или услышите, что именно он хочет вам сказать. По какому-то вопросу у каждого свое, но какой-то разговор будет. И вы после этого просто возьмете что-то свое в руки, да еще и этот день сегодняшний вам поможет очень сильно. И вы выходите в туз жезлов. Это новые дороги, перспективные дороги. Просто вот свет. Свет в конце туннеля, где вы уже в руках его держите. Такая вот карта. Так, что еще карты вы скажете? Расскажете. Ну, закрываются старые какие-то двери. Вам мужчина сердце разбил, любимый человек, кубковый. Да, и кубковая королева. Между вами вот мужчина-женщина, да, между вами разбитое сердце. Такое вот было в вашей жизни. Вы ушли в работу, вы ушли в какие-то обязательства. Вы пытаетесь выйти из какого-то сложного момента, и вы из него выходите. Это карта движения. Ну, любовь к себе — это прекрасно. Это просто супер. В доме порядок наводите очень часто. Любите, чтобы было все на своих местах. Очень любите. Любите спокойную, размеренную жизнь. Иногда хочется где-то там поучаствовать, как-то действительно и себя проявить чуть-чуть, и испытать такие вот эмоциональные,
такие интересные, да, моменты, вот чтобы эмоция такая хорошая такая была. Но больше, как вы любите, умеренную жизнь. Умеренную, спокойную, чтобы не гнаться куда-то, а именно вот наслаждаться тем, что уже сейчас есть. Вот это в вашем доме, в вашей жизни преобладать будет. И вот 13-й аркан – это трансформация. Из плохого вы выходите, движение, говорю, карта шестерочка мечей. Угу. И идете на перемены, на трансформацию, классную такую. Так, что еще я вижу здесь? Здесь действительно идет закрытие старых дверей каких-то, ну это отношения, либо работа, именно закрытие. Отношения, может быть, где-то с каким-то человеком поругались по поводу работы, места работы или чего-то еще, да, может быть, у вас свои мысли, у него свои или у нее, может быть, даже так может быть. Просто вот, ну, человек захотел быть таким руководящим звеном, даже если это женщина, да, таким вот. Но ничего не получилось. Получилось разбитое сердце, переживаний куча, но вы здесь выходите. Закрытие идет старых дверей. Это хорошо, это очень хорошо. Высшие силы уводят вас от того, что уже не приносит пользы. Угу. Еще вижу, у кого-то есть, скажу так, расклад общий. Не берите на себя, если не ваши, но у кого-то такое есть. Какие-то болезненные зависимости. Или было, или есть. Вы из этого выходите. Но может быть не болезненные зависимости, а может быть какие-то болезненные ожидания, которые вот не зависимости, а ожидания. Вы чего-то ждете и так больно уже. Ну, почему оно не происходит? Которое, вот знаете, это все удерживает вас на месте, как вот вначале вышел этот дьявол, на месте дьявола. Вам важно перестать цепляться за то, что вам действительно вот уже все, оно не приносит пользы, оно не дает хорошего чего-то. Это мысли, которые дьявол действительно может на вас нагонять. А это может быть человек, маг. Вы магию делали? Поэтому вы себя так чувствуете. Либо сами себя загрузили какими-то действительно, мучениями, да, психологическими такими, что слишком сильно погрузились в это. Либо вам делали магию на какие-то зависимости или на какие-то вечные страдания, ожидания. Нет, у вас все хорошо, слава Богу, вас крылья ангела защищают от чего-то плохого, потому что плохое в жизни всегда бывает, у всех, но у вас есть защита, значит, надо больше радоваться. Магия. А если магия, опять же говорю, даже то, что в 23:59 вы скажете, это уже сорвет все вот эти магические посылы на вас и вернет им. У вас начнется новый отсчет новой жизни. У них это по голове так шибанет, скажу, что мало не покажется. Вот так вот. Что еще? Возвращение. Возвращение, любовь возвращается к вам. Высшие силы этого хотят, и они видят вас в этом. Мужчина интересный идет в вашу жизнь, очень нежный, заботливый. Мужчина, если смотрите, чуть-чуть переставляйте в данном случае, да, на себя. Забота, нежность и, знаете, такая уверенность. Потому что пентаклевые — это все-таки свои планы, свои надежды, и которые вот действительно идут так, как надо. Так, как надо. И любовь, и в то же время финансы, забота, решение вдвоем, да, вот такое к вам идет. Вот, идет. Дорога вышла, идет. Колесница. Это решение, это любовь. И выход из отшельника.
Рядом с отшельником что? Опять девяточка. Девяточка пентаклей, выход из отшельника. У вас есть люди, которые около вас есть люди, которым вы нравитесь. Есть и те, которые вас не понимают, да. Есть, которым вы не нравитесь, есть, да и пусть, ничего страшного. Но и есть, которым вы нравитесь. Угу. Это хорошо, вот на это и надо зацикливаться, да, не то, что кому-то не нравишься, или кто-то тебя обсуждает, как ты одет или как ты выглядишь. Да всем все равно, просто, ну, есть такие. Все, отворачиваемся, смотрим на тех, кто просто вот смотрит на вас, и вы нравитесь. Или может быть, сами к зеркалу подойдите и тоже скажите, а я нравлюсь себе. Да нет, вот именно вот так ваше. Вот здесь по картам именно так. Красиво. Красиво карты говорят. Такой вот посыл. Знаете, вот путь к изменениям, он уже открывается для вас. Кто-то из вас уже сказал, за мной повторил, да, вот про эти 23:59. Он уже начал открываться, этот путь. Знаете, переход будет происходить постепенно, да, шаг за шагом. Но старое, что уже вам, для вас или на вас, или не работает, да, не нужно, оно действительно потихонечку отходит. И начинает выстраиваться четкий план, опять же, да, план в руках, пентакливое что-то, пентакливое, это как план действий, план желаний. У вас новые цели могут появиться. Да, будут, кстати, сейчас я достану карту. Есть. Будут какие-то препятствия. Все-таки вышло, я увидела это и решила подтверждение, чтобы да, будут препятствия, но двойка мечей, это вы разрулите, вы справитесь. Действительно справитесь. Они преодолимы. Возможно, какие-то глобальные перемены будут, да, с какими-то маленькими препятствиями. Но они будут в вашей жизни, и они будут именно для того, что вы хотите. Потому что какое-то время вы были закрыты от чего-то, и вы открываетесь. Угу. Вот как будто действительно тут даже на небе луна такая маленькая, если вам видно, да? Месяц такой. И двоечка — это как сбрасываешь маску и раскрываешь вот эти мечи, да, что он не крестиком как закрытие, а наоборот все уже открываешь. И это в твоих руках. У кого-то, кстати, появится желание поменять место жительства. И у вас это получится. И именно там вы найдете свое. Там, где вы не будете больше в одиночестве. Там, где вас реально будут понимать, наконец-то, хотя бы кто-то. Есть такое тоже. Но здесь идет завершение прошлого. Путь к изменениям, появление новых целей. Вот. И что в личной жизни? Высшие силы над этим работают. Так, восьмерочка. Вот как вестник такой новых перемен. Я так скажу, что да. Как прежде уже не будет. Двойка — это взгляд в прошлое, а пятерка кубков, слезы, да, когда ты до сих пор еще плачешь по разбитому, но сзади-то вот новенькое стоит полное и не разбитое. Поэтому, да, у вас в личной жизни многое будет меняться. Что еще? Выход из трудностей, опять же. Ждите. Чего ждать? Выздоровление, либо как наладится что-то там, где больно. Как победа. Победа. Вы расплатитесь, вы заплатите за свое счастье и не собой, наконец-то. Возрождение. Выход на новый уровень в отношениях у вас идет. Будет знакомство с надежным, ответственным человеком, да. Это как раз-таки вот пентакливая масть. Вот будет уважение, будет спокойствие. Токсичное все будет вытеснено, вот реально вытеснено.
Так, соберу сейчас заново, потасую. Или давайте еще посмотрим вот этот сиреневый сад. Возьму Ленорман опять. Сейчас. Эти карты скользкие такие. Но сегодня они говорят. Сегодня они говорят. Так, лежите, не двигайтесь. Беру сиреневый сад. Башня. Это меняется в доме, действительно. Защита у вас есть. Основание такое сильное, да, вот фундамент вашей жизни — это ваш опыт, это ваше вообще вот ваше «я». Это супер. Да, у кого-то реально будет смена жилья. Вот. Кто-то поменяет работу, возможно, по башне, но это сулит прочное положение, скажу так. Это сулит прочное положение. После сегодняшнего расклада многое будет меняться, вот увидите. Так, мужчина, вот сила интересная, древо вашего рода закрепляется, здоровье улучшится, потому что после мужчины идет древо, а это древо улучшения. Человек, ну вот мужчина, если вы смотрите, вот для вас идет выздоровление и обновление. Девочки мои хорошие, да, около вас мужчина будет, который, ну, такую вот свою лепту внесет. Вы и сами очень сильные. Но здесь будет помощь, поддержка. Прежние, вот если авантюры какие-то были, авантюризм какой-то там присутствовал в мужчине, да, в прошлом, или там, ну не знаю, управлять хотел, или вот такой он самый лучший, а мне мама нужна, говорил, да, или не говорил, а делал. Вот такого нет. Такого не будет. Здесь древо рода, а древо рода ваше, оно устойчивое. Именно которое прибавляет жизненные силы. Это опора. Вот такой человек, как опора, идет в вашу жизнь. Финансовая стабильность, да, появляется. Угу. Но здесь это как? Завершение плохого. Вот именно завершение, наконец-то, плохого. И эта карта трансформации. Изменение формы, это окончание чего-то. Это действительно, вот эта карта сейчас говорит, что у вас начинается отсчет новой жизни. Потому что вот это вот плохое заканчивается, и вы просто врываете, да, вот впускаете, открываете для изменений в лучшую сторону. Это конец и начало. Это карта конца и начала. 1000000% ваш расклад сегодня. Доверие возвращается в вашу жизнь. Ну и разговоры там всякие, хлопоты, да, это где-то временное, где-то нет, но это по жизни. Так, Лилия, это ваш рост в сфере бизнеса, может быть, будет, работа, да, больше денег будете получать, уважение получите и покровительство от какого-то важного человека, да, тоже будет, ну вот оно идет. Это какие-то достижения, это признание, да и вообще это долг интересный, лилиевый путь. Ну, лилия — это долгожитель, это долго, это интересно. Новости будете получать, известия, которые где-то, да, вам будет нравиться, ну там уже как будет. И плеть. Ну, рядом с плетью что? О, букет. Плеть сменяет, вернее, букет сменяет плеть, да, получается. Вот такие вот карты здесь. Плеть и букет. Ссора, гнев, злость, агрессия, ярость, какие-то наказания там или, не знаю, ну, такое что-то плохое было, да, были выяснения отношений, были трудности в общении, были какие-то действительно вот просто оскорбления со стороны даже незнакомыми, у кого-то так. Но это все прошло. И даже если что-то типа такого и будет, не берите на себя. Просто это валет треф, это просто пустые хлопоты. Это трефовый валет, это пустые хлопоты. А к вам идет очень вот сильное восстановление. Цветы — это опять же, да, это подарок судьбы, это приятные какие-то
люди, компания приятная, да, это там, где ты получаешь удовольствие, это знак внимания, новые какие-то хорошие новости. По денежкам, ну, премию даже, может, получите какое-то, либо прибавление. Вот так. Единственное, что какая-то женщина темноволосая именно, может, покрасилась в темный цвет, может быть, свои, но темноволосая. Она, да, она захочет вас вызвать на какую-то ссору или какую-то, не знаю, агрессию, ну что-то типа этого. Не берите, ну сделайте это как пустое. Вот пустые хлопоты, как выходят. Тут королева пик и пустота, да, валет треф. Просто вот примите это как пустоту. Ничего у тебя не получится. Вот и все. Не берите это на нервы, на ответку, на вот что-то такое. Она сама уйдет, еще и упадет. Да-да-да, вот как-то так. Так, что еще? Вот она опять выходит карта. Не забывайте, чтобы солнышко пришло в вашу жизнь, да? Это означало ты как бы вот 23:59 и уже новый день солнышко. И вот этот дьявол и уходит. Вот этот дьявол, надо же, а? Вот лазишь здесь, а? Победа идет над дьяволом и над ложью чьей-то. Трансформация после этого, видите, трансформация идет, что действительно просто вот гроб там и тут смерть, да, то, что вот это плохое, оно уходит, да, вам сердце давил обман, который был вот какими-то плохими людьми, ну, посланный, но у вас идет солнце и победа, выкидывайте из головы плохое, сделайте то, что вот тут расклад сказал, да, и у вас будут перемены к солнышку, к вашему. Ой, хорошие карты. Выздоровление, улучшение, король, королева и выздоровление. Так. Смотрите, высшие силы, они в принципе рядышком, да, они закрыли двери в какую-то вашу историю, там, где, ну, может, отношения, может, какие-то ситуации, да, перестали приносить вам пользу, и высшие силы это увидели. И вам закрывают двери. Вам хочется что-то продолжать, как это так, надо что-то достичь, вы как-то выиграть, да, в чем-то. Успокойтесь. Вы пройдете в другие двери, где вы выиграете намного больше, чем даже предполагаете. Знаете, вы должны перестать тратить свой жизненный ресурс на то, что уже исчерпало себя. И просто вот радоваться сегодня и мечтать о завтра. И оно будет. Супер будет. Вот. Знаете, если бы вот эти двери не закрывались, новые возможности никогда бы не появились. Поэтому двери какие-то закрываются у вас. И многое, да, или чуть-чуть, или даже много у кого-то, что-то не получилось. Ничего. Все будет то, что вам действительно нужно. Вы психологически закрыли двери, все. Получаете то, что хочу, наконец-то. Там тоже, может, хотели, но, может, там уже все, там не надо было этого. Но вы не совсем, может быть, понимали, да, что именно вот по этой дорожке не надо. В обход, либо каким-то другим путем, либо с новыми людьми, новым местом, где будете путешествовать, либо куда-то поедете просто на один день там, либо действительно переезд какой-то будет. Но вот вместе с этим вы, ну, как бы вернете то, что действительно запуталось в плохом. И вот это хорошее, уже очищенное будет с вами. Что еще? Ну, ситуация дьявола — это когда, да, иногда цепляешься за это прошлое, либо прошлое цепляется за тебя. Вот. Иногда пытаешься реанимировать то, что должно уйти. Тоже ошибочка бывает и такая. Ну, все, что нужно, оно придет. Угу. Цепи какие-то скидываются. Что я тут могу посоветовать по всем этим картам?
Не торопись. Вот ты на высоте. И здесь, ну, вот эти вот и карты, да, советуют смотреть на события своей жизни не с позиции «все плохо», а чуть шире. Если оценить ситуацию с дистанции времени, становится понятно, кстати, здесь, что эти закрытые двери были благом или какие-то несбывшиеся надежды, которые обязательно, когда почистятся, сбудутся. Только вот, ну, может быть, в другом понимании и с другой стороны. Но вас отвело, что-то отвело вас от ненужного. И вот сейчас ведет к более значительным результатам. Вы на высоте. Кто бы вам палки не совал, то там в колеса, как говорят, да, вот внизу, вы на высоте. Вот так вот. Мысли мудрые приходят в голову. Нам нужно сейчас немножечко успокоиться. Угу. И туз жезлов в ваших руках, еще королева жезлов выходит. Работа. Ну, карты уже повторяются. Да, по работе вы выходите из пустоты, сейчас рядышком. Но пустота остается в прошлом. Да, кто-то хотел, чтобы у вас ни любви, ни денег не было. Кто-то вам завидовал. В прошлом. Вот она опять же, она остается в прошлом. У вас идет стабилизация в ваших руках. Исправление. Вот сегодняшний расклад вот по этой карте, ну вообще. Это исправление, это когда вы действительно то, что вам мешало, вы победили, вы разобрались с этим, вы заплатили. И еще раз скажу, не собой, а денежкой. Вот так. Но вам судьба будет давать. Обязательно, вы, главное, замечайте это, да, не скучайте, не тоскуйте, не нервничайте, а просто берите то, что есть. Около вас очень много возможностей. Так, еще здесь пару карт достану. Перекресток судьбы. Я говорю, изменения. Новая жизнь, дороги, перекресток. Вот началось, вот именно началось, вот так вот. Что здесь кольцо событий, да, когда действительно тот союз, та связь, то соглашение, какие-то интересные моменты, которые вам нужны, они вот скрепляются, а то, что должно разорваться, вот уходит. Вот так вот. И знаете, я еще напоследок, сейчас достану колоду. Угу. Я хочу посмотреть вот этого архангела Рафаила, что под конец вот для вас самое важное, может сказать, может послушать будет, да, под конец этого расклада, чтобы закрепить энергию, чтобы вы действительно вот прослушали. Кстати, поделитесь этим видео, если есть возможность с кем-то, да, вот, либо просто даже в комментариях напишите что-нибудь, но оно реально как, мне не обязательно, честно, сейчас я говорю всегда так, чтобы вы что-то написали, но алгоритмы там, они не считывают, как раньше было. Просто я чувствую, что связь будет сильнее ваша с энергией этого расклада от ваших высших сил. Угу. Вот так. Все. Что карта первая скажет? Ну, для вас вот еще идет смех. Это лучшее лекарство сейчас в вашей жизни. О как! Да, дорогой архангел Рафаил, спасибо за то, что напоминаешь мне отделяться и находить юмор и иронию в каждой человеческой драме. Ничего себе! Это как бы вам сложно в вашей жизни не было, да? Не закрывайтесь полностью в этих сложностях. Вот что карты хотят, вот этот Рафаил, да, сказать. И, кстати, к нему и послание, пусть он еще и вас видит через этот расклад, да, и помогает вам, чтобы вы действительно свое лучшее лекарство вот увеличивали, да, потому что оно для вас важно. Ну, чтобы и юмор был, как бы там человеческая драма не затягивала, ну, потому что у каждого проблемы есть, ну, куда без них. Вот. Но надо юмор и иронию, а не вечные слезы и страхи. Правильно? Вот что архангел говорит. Ну, давайте еще одну карту. Отношения. Дорогой архангел Рафаил, спасибо за то,
исцеляешь, ну тут что не написали, что исцеляешь и оберегаешь все мои отношения с любовью. Вот эта карта. И вот это. Так что даже если у вас отношения были сложными, может быть, ангелы наоборот пораньше что-то сделали, чтобы вот вы слишком долго не мучились в этих отношениях. Или чтобы поставить кое-кого на свое место. Может быть так? Но обязательно отношения в вашей жизни будут с любовью. Вот. Потому что Рафаил оберегает. Да, можно сказать спасибо тебе за то, что исцеляешь и оберегаешь все мои отношения с любовью. Вот так вот. Ну все, если хоть... А давайте третью. Угу. Бог любит троицу. Третью карту давайте. Так, все. Все. А здесь свежий воздух. Дорогой архангел Рафаил, спасибо за то, что помогаешь легко дышать. В принципе, знаете, все три карты, там много чего есть в этой колоде, но все три карты очень связаны друг с другом. Вот именно вот то, что надо, вышло. И с этим раскладом. Такой вот. Дорогой архангел Рафаил, спасибо за то, что помогаешь легко дышать. Это значит и за здоровье, и за психику, и вообще, что есть что-то, что всегда будет направлять в нужное русло, да? Вот. Ну, на сегодня точно все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Более значимые, более хорошие результаты в вашей жизни, они уже завтра начнут сбываться, вот увидите. Где-то улыбнетесь чаще, чем один раз за день, да, где-то легко станет дышать, где-то получится очень важная какая-то, не знаю, задумка, да, или что-то еще. Вы увидите, вы почувствуете, хоть чуть-чуть, но это начало. Вот так. Так что, если что, возвращайтесь, пишите, что реально, потому что много пишет людей, что реально происходит. Да будет так, а? Да будет так. Все. Сейчас будем молитву читать опять для вас. И да, не забывайте, что только на Ютубе. Только на Ютубе мои каналы. Все. Счастья вам, гармонии, здоровья, мира в вашей жизни, чтобы он был. И увидимся, услышимся на связи. Еще раз всего самого-самого лучшего.